Добрый день, друзья! Сегодня очередная пересадка, но с небольшой особенностью. Я буду пересаживать орхидею, которая выпустила цветонос. И покажу вам две орхидеи. Обе с цветоносом, но одну из них можно пересадить, а другую нет. В чем же разница? Вот та орхидея, которую будем пересаживать. Огромное количество корней, растущих отовсюду. И в горшке, и от шеи, и чудесные воздушные корни. Вот он, новый цветонос. Такая орхидея безболезненно перенесет пересадку и будет дальше растить цветонос и зацветет. И стресс будет для нее минимальный. А вот другая орхидея. Маленький цветоносик. Корней не так много. И при покупке было немного корней. И наращивала она корни. И сейчас у нее в горшке появились новые растущие корни. Вот они, видно, под листиком их. Но в горшке корней не так много и есть гнилые корни. Вот такую орхидею не стоит тревожить. Если ей хочется цвести, пусть цветет. После этого она опять будет растить корни, ее лучше оставить в этом же покупном горшке и пока не пересаживать. Но займемся той орхидеей, у которой корней много. Это мультифлора Монтерей. Я ее, конечно, вчера полила, но пьет она воду очень быстро. Потому что много листьев. Потому что и листьев много, и корней много, и один корешок растет сквозь отверстие в горшке, и нам придется спасать этот корешок. Ну, спасать придется мне, а вам придется за этим понаблюдать. Ай. Какой-то интересный горшок. И сложно из него вырезать эти пластиковые части. Но все равно пробуем. Вы знаете, даже если сейчас этот корень в процессе сломается, у нее так много растущих корней, что этот корень не повлияет на ее дальнейший рост. Ну, попробовать всегда стоит спасти корешок, но он такой тоненький. Я думаю, что он все равно обломится. Ну, попробуем. Все, что могла, я сделала. Аккуратно надавливаю на горшок для того, чтобы приросшие корни к пластику отошли. Это хрустят не корни, это хрустит пластик. Не волнуйтесь. Ну что, пробуем. Нет, вот эти нижние корни, которые плотно лежат внизу горшка, пока не пускают.
Тебя тоже покажу. Никак. Вот так много корней, что никак не получается. Ну что, пытаюсь. Ну вот все получилось. Освобождаем орхидею от старого грунта. Видим торфяной стакан. Музыкальное сопровождение на месте. Вот оно. Но ему скучно. Конечно, скажи. Сотая пересадка. Что-то интересного. Убираю торфяной стакан. Одна половинка очень хорошо отделилась, вторую пришлось доставать по кусочкам. Ну, все неплохо. Даже в торфяном стакане остались живые корни. Они, конечно, не растущие, но и не гнилые. Это радует. И кора неплохая. Подуры, наверное, где-нибудь есть, но сейчас я их пока не вижу. Они очень быстро убегают. Может, на камеру будет видно, но так я не вижу подур. Хотя должны быть. В таком грунте это кусочки кокоса. Вот они. И кора. Грунт хороший. Кстати, если кора не разложившаяся, такая сухая, плотная кора, ее можно промыть, прокипятить и использовать еще раз. Нет, вот она подура, увидела, она побежала, нет, она убежала на пластик, ее не будет видно сейчас. Но увидела, конечно, подура есть. Но их минимальное количество. А вот такая, которая хорошо крошится и вся внутри черная и гнилая, такую, конечно, лучше убрать. Ну, можно выбрать. Это не премиум класса кора, но все-таки неплохая. Можно выбрать и оставить, и использовать еще раз. Ну, производитель-то хороший. Производитель очень хороший. Голландский производитель. Сёма. Поэтому и кора качественная. Но промывать орхидею я буду обязательно под проточной водой. Во-первых, на корнях подуры могут остаться. И водой я их все смою. Сёмочка. Сёма, лежать. Не толкайся. Лежать. Лежать. Но это, наверное, главное в промывке корней. Ну и весь этот мусор, который остается на корнях, в нем могут прятаться подуры.
Вот как я здесь увидела всего одну, они могут задержаться там, остаться и со старым грунтом. Почему я говорю прокипятить, промыть и прокипятить? Ну, для того, чтобы избавиться от подор, конечно. И в случае, когда я промываю корни проточной водой, я тоже избавляюсь от подор, если вдруг есть панцирный клещ, он тоже смывается водой. Вот этот желтый лист удалю сразу. Это фласочный лист. Он находится глубоко в посадке. Он не нужен. Сухой корень сразу вижу. Отрезаю. И вот этот листик, который был под цветоносом, можно разорвать пополам и удалить. А вот еще, смотрите, совсем сухой фласочный лист. В самом-самом низу. Стволик будем чистить после того, как я промою орхидею. И, может быть, даже удалю вот этот цветонос. Все, пошла промывать. Ссылку на одно видео о том, как я промываю орхидеи под проточной водой, я оставлю в правом верхнем углу экрана. Пока идет промывка орхидеи, Семочка терпеливо ждет. Ну, и немножко занят процессом умывания. Вот несут орхидею. Опять укладывать кота. Ну да. Ложись, Сема, ложись. Когда я промываю орхидею, я не стараюсь расплести все корни. Это стресс для орхидеи. Вот растет так, ну и пусть так же остается. Если невозможно достать или отделить кусочек коры от молодого корня, не повредив его, я тоже оставляю такие кусочки коры. Как интересно, здесь даже и обрезать-то нечего. Вот вижу, ну почти нечего. Сухой кончик, не дорезая до живого. Убираю эту часть корня. Так. Чтобы вам было видно. Еще один сухой кончик. Так, внимательно смотреть. Вот, больше и нечего. Прекрасные корни. Но стволик орхидеи, там, где мы удалили листик, мы зачищаем. И вот в глубине орхидеи я увидела на стволике сухой лист. Ну, тоже маленький, небольшую часть от листа. Вот сейчас в глубине вам покажу. Вот видите, как глубоко находился лист. И вот эта сухая часть листа должна быть обязательно удалена. Ну, корни там вряд ли появятся. А вот если будет намокать, будет способствовать гниению ствола. Вот для этого и убираются все старые чешуйки от листьев. Ну и все, идеальная орхидея. Люблю делать пересадки, когда корни выросли отличные, орхидея безболезненно пересадку переносит. И хочу обрезать вот эти два старых цветоноса. При покупке у орхидеи было 3 цветоноса. Сема сегодня себя отвратительно ведет. И вот эти два нижних я отрежу. Недавно вам говорила, что я перестала обрабатывать цветоносы при обрезке, но не обрабатываю в том случае... Да подожди. Так, лежать. Разгулялся. Толкается.
Ходишь, толкаешься. Но не обрабатываю в том случае, если остается узелок. Здесь непробужденная почка. Чуть выше этой почки обрезаю старый цветонос. И вот этот узел является препятствием для проникновения патогенной микрофлоры в старый цветонос и в орхидею. И здесь точно так же сделаю. Здесь даже оставлю 2 узелка, потому что этот узелок находится очень близко к стволу орхидеи. Этот цветонос пока оставляю. А вдруг здесь пробудится почка, и орхидея или зацветет, или даст детку. Все воздушные корни стараюсь направить в горшок. И выбрала, наверное, маленький горшок. Поэтому пойду возьму горшок побольше и посажу ее в больший горшок. Этот горшок был 1,6 литра. Возьму 2,2. В этом горшке место побольше, и орхидеи будет поуютней. Я ее смогу не пересаживать, ну, 2 года наверняка. Сейчас уберу корешок этот. Вот последний корешок направлен в горшок. Помещаю орхидею по центру горшка и насыпаю керамзит. Постоянные мои зрители знают, что я сажаю в керамзит только взрослое здоровое растение. И почти вся моя коллекция растет в керамзите. Конечно, за исключением маленьких орхидей, экспериментальных орхидей, которые я сажаю в кору для того, чтобы вам показывать, как ухаживать за орхидеей в коре. Керамзит насыпаю до основания орхидеи. Ни в коем случае нельзя закапывать ствол орхидеи. Ствол должен оставаться на воздухе, чтобы было проветривание и не было загнивания. Не буду в этом видео рассказывать, чтобы не удлинять видео, как я поливаю орхидеи после посадки и вообще какие я использую поливы орхидей в керамзите. Я оставлю вам ссылку в правом верхнем углу экрана. Невозможно в одном видео рассказать обо всем, иначе видео будут безумно длинные. Из одного видео вы никогда не поймете, как ухаживать за орхидеей. Это первое. Поэтому оставляю ссылки. Кому интересно, проходите, смотрите. Теперь, после пересадки делаю полив орхидеи, когда просыхают корни, то есть становятся серебристыми. Но в любом случае не ранее, чем через 2 дня. Вы при пересадке можете повредить какой-то корешок, этого не заметить. За пару-тройку дней орхидея залечит эту ранку, и тогда можно ее поливать. Что самое важное при пересадке орхидеи с цветоносом? Поставить ее там же, где она росла и жила до пересадки, чтобы не поменять освещение. Желательно даже поставить так же, как она стояла по отношению к свету. Тогда у орхидеи жизнь не переворачивается с ног на голову, она не испытывает огромного стресса, цветонос продолжает расти, и мы видим цветение орхидеи. Вот и все секреты пересадки орхидеи с цветоносом. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.